Привет! Вы на канале Яхты на колесах. Меня зовут Антон Муравьев, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И у нас сегодня уникальный обзор уникальной машины. Concorde Liner 890. Вы часто в комментариях пишете нам: вот настоящие автодома — это американские автодома. Автодом должен быть большим, автодом должен быть таким, автодом должен быть сяким. Но вот, в принципе, Concorde, конечно же, это тоже европейский автодом, не американец. Но сама концепция, само вот то, что вы часто хотите видеть в американских домах, оно во многом в Concorde реализовано. Это большой интеграл на шасси Iveco Daily. Автодом весит 7 тонн и, конечно же, нужна категория C. Но при этом сама категория транспортного средства идет М1, то есть каких-то особых ограничений нет. Это как городской автобус. В городе можно спокойно перемещаться. Давайте смотреть. Первое впечатление, когда ты заходишь в этот автодом, как будто ты попадаешь в некий гостиничный номер, в такое какое-то полноценное жилое пространство. Всегда, когда заходишь в такие большие автодома, например, там Морелло, не знаю, там, Варио не будем говорить, это все-таки другой класс, гораздо больше, на там другое шасси и так далее. Но вот такие большие интегралы, они производят впечатление, что ты зашел не вот что-то все-таки походное, автодом, там какая-то такая комбинация всего аккуратная, а что ты зашел именно в полноценное жилое пространство. Ну и начнем мы, собственно говоря, с гостиной. Вы видите ее своими глазами, здесь полноценные такие диваны, хотя вот стол достаточно компактный. Я не нашел, как он раскладывается. Поэтому, по идее, он никак не раскладывается, да, не увеличивается. Вот такой аккуратный стол, но он позволяет нам спокойно пройти. Но чем это на самом деле обусловлено? Автодом, такой класс автодомов рассчитан на двоих путешественников. Поэтому вам не нужен большой стол. Вы скажете, зачем тогда такой большой? Но это вопрос комфорта. То есть он большой не потому, что здесь можно впихнуть много людей, а потому что это комфорт для маленького количества людей. Но здесь, в принципе, 4 спальных места. Есть основная спальня, к ней мы дойдем. И в передней части у нас есть опускаемая кровать, тоже полноценная двуспальная. То есть спать здесь могут 4 человека, а ремня рассчитано здесь 3. Ремня безопасности. Поэтому в пути здесь может находиться 3 человека. Чтобы воспользоваться кроватью в передней части, нам нужно сначала опустить сиденье в кабине, водительская, пассажирская, разблокировать кровать, и тут у нас кнопка, и кровать поедет вниз. Естественно, это электропривод, потому что это все-таки класс, уровень и так далее. Мне кажется, очень приличная, большая двуспальная кровать у нас здесь получается. Я думаю, даже ее можно считать в какой-то степени при желании основной спальней. Она по-настоящему большая, достойная кровать. Давайте быстро разберемся с кабиной. Никаких дополнительных дверей у нас нет. Мы заходим в жилое пространство через основную единственную дверь. Заходим, садимся на водительское место и поехали. В целом весь вот этот дизайн и все решения напоминают действительно скорее, и сама концепция, скорее яхту, чем уже машину, чем автомобиль, чем автодом. Ты сидишь в этом кресле, вот эти вот все линии, весь дизайн, он как будто бы вот нас погружает сразу в такую какую-то особенную, элитную атмосферу путешествия. Как я уже ранее сказал, это Iveco Daily шасси. Здесь мы видим стандартную приборную панель, которую мы видим на Fiat, на которой мы видим на Iveco Daily. Но остальное все, оно уже сделано именно совмещено в общем дизайне автодома. Двигатель, кстати, у нас 3-литровый, 215 лошадиных сил. Из помощников здесь есть еще круиз-контроль, вот, руль обтянут кожей, ну и в целом все такое по стандарту необходимое. Также есть
Это у нас пищит, потому что подножка опущена и дверь открыта, будет пищать, когда поверну ключ. У нас есть камера заднего вида, выводится на основную мультимедиа, и выше установлен система навигации и навигатор от Garmin. Кресла, кстати говоря, вот как мы можем видеть, поворачиваются у нас в сторону столовой группы. Возвращаясь к вопросам класса автомобиля, класса автодома, у нас, например, спереди шторка. Естественно, она электрическая. Я просто нажимаю кнопку здесь внизу, и у нас вот такая роль ставня, жалюзи, опускается и закрывает лобовое окно. В целом, все равно выглядит это все основательно, антивандально, и при этом легко опускается, поднимается без каких-либо усилий. Что еще важного в кабине? Вот этот пульт. Это пневмоподвеска. Соответственно, с помощью этого пульта мы можем поднять заднюю часть, опустить заднюю часть, поднять переднюю. Вот здесь есть режим оффроуд. Кстати, кресла у нас тоже имеют свою отдельную индивидуальную пневмоподвеску. То есть мы можем видеть, что они вот у нас имеют разную жесткость. Например, если я вот сейчас подпрыгиваю, видно, что она меня так жестко амортизирует. А можно сейчас другой рукояткой мы меняем, и оно у нас становится... Вот такой мягкий люфт дает, в зависимости от жесткости поверхности, по которой вы едете. Чтобы долго находиться в пути, вы можете комфортно отрегулировать. И также с помощью пневмы оно регулируется по высоте. Вот, пожалуйста, я нахожусь низко, и вот мы поднимаемся наверх. То есть даже с выключенным кондиционером здесь сейчас гораздо прохладнее, чем на улице. Просто за счет того, что здесь качественные стенки, утепление, вот эта вся звукоизоляция. Все это дает вот такой эффект именно домашний, как вот вы в квартиру заходите, допустим, да, там летом душновато, но не так жарко, как на улице. В автодомах, в машинах чаще это не так, но здесь это именно так ощущается. Итак, мы переходим на кухню. Здесь у нас рабочая поверхность из искусственного камня, такая достаточно основательная, и как мы видим, за время эксплуатации она сохранила абсолютно свой товарный вид, качество и состояние, выглядит как новая. Здесь у нас дощечка, которая закрывает мойку и расширяет рабочее пространство. Кран. Кран у нас при этом выдвигается как такой душик. И можно его использовать вот в режиме душика, чтобы что-то помыть, налить. Это всегда очень удобно. Но если мы вставляем на место, он превращается в обыкновенный такой типа основательный смеситель. Слева у нас плита, 3 огня, Тедфорд. Естественно, есть электроподжиг. Ну и справа небольшая полочка с кофемашиной. Ну и тут куча у нас есть всяких розеток 220 вольт. Раз, два, три. На самом деле, такое количество розеток 220 вольт здесь неспроста. Но к этому мы еще придем. Наверху у нас есть люк. И в люке вытяжка с вентилятором. Мощность вентилятора можно регулировать, и, соответственно, когда вы готовите, вы можете просто включить его, и это будет такая своеобразная вытяжка, без открывания окон. С противоположной стороны у нас холодильник от Dometic с отдельной морозильной камерой. Работает он у нас и от газа, и от 220, и от 12 вольт, и вообще как угодно он у нас работает. Объем можете оценить сами. Выше от Electrolux установлена микроволновая печь с грилем. При входе в продолжение кухни есть еще вот такой, как-то, ну, не мини-бар, конечно, но, короче, сервант. Вспомнил бабушкино слово. Здесь у нас бокалы на специальных креплениях, на специальных, чтобы как раз-таки не побиться в дороге. Все это сделано не из пластика, это тоже искусственный камень и настоящие стеклянные бокалы, что не может не радовать. Ну и, конечно же, при входе пульт управления всеми системами жизнеобеспечения дома, и наверху за дверкой какие-то предохранители дополнительные, интернет и так далее, и так далее. В общем, определенный такой блок электрификации. Не будем подробно углубляться, здесь очень много различных систем. Если я буду про все вам сейчас рассказывать, мы будем 2 часа просто разбирать этот ролик, этот автодом. Оно вам не надо. Если вдруг вы серьезно рассматриваете к покупке, например, такой автодом, то вы приедете на площадку, наверное, уделите время, потому что покупка дорогая, достаточно. И все-таки тут подробнее можно все это изучить. А вот если так общая как бы информация, то, мне кажется, мы давайте разберем какие-то основные системы. Давайте быстро разберемся с основным пультом. Здесь у нас все достаточно интуитивно понятно. Я вижу в первый раз, но у нас здесь сенсорные кнопки с понятными иконками. То есть нажимаем на лампочку, у нас гаснет все основное освещение. Сейчас ждем уведомления. Нажимаем второй раз, весь свет включается. Дальше мы можем здесь, соответственно, отключить насос.
это включение помпы. Здесь у нас идет регулировка отопления. Ну, в общем, в основном пульте спрятаны дополнительные пульты. То есть вот мы видим, что загружается какое-то приложение от Alde. Но оно нормально у нас сейчас не запустится, потому что система сигнализирует о том, что у нас ошибка газа. То есть у нас сейчас нету газа, он не заправлен, и поэтому и печка адекватно не хочет выводиться. Но, соответственно, здесь у нас запускается такой стандартный достаточно пульт от Alde. Я его уже видел до этого в других машинах. Дальше у нас идет включение инвертора. Включаем инвертор, и 2000 Вт в вашем распоряжении в каждой розетке. Вот поэтому я сказал, что здесь много розеток. Вот, соответственно, с помощью нажатия одной кнопки у нас получается 220 вольт в каждой розеточке доступно. Дальше, соответственно, мы можем увидеть информацию о газовых баллонах и переключать. А вот что переключать, давайте мы это дальше обсудим уже позже на улице. Это важный момент. Двигаемся дальше. Санитарная зона. Я бы назвал это именно так. Не туалет, душ, а это именно полноценная такая санитарная комната. Ну, конечно же, здесь есть биотуалет. Он керамический, и в целом это практически обыкновенный домашний туалет. Собственно говоря, рядом мы видим радиатор. Это печь Alde, соответственно, жидкостное отопление. И у нас тоже такой максимально привычный нам полотенцесушитель. Рядом со мной есть душевая кабина. Какого-то особого внимания на нее заострять не хочется. Это обыкновенная большая домашняя душевая кабина. Вот вообще ничего такого особо походного в ней нет. И я все еще нахожусь в каком-то огромном общем пространстве. Здесь у нас напротив есть целый шкаф. Его можно, ну тут гардеробные палочки есть крепление под полки. То есть можно это все трансформировать так, как вам необходимо, и использовать так, как будет нужно именно под ваши потребности. Ну, то есть можно для ванной, можно для как бы уже спальни или какого-то общего пространства, как гардероб. Напротив раковина. Раковина тоже решена из искусственного камня. Тоже выдвигается шланг, небольшой душик, чтобы, видимо, что-то можно было помыть, не знаю, ведро наполнить, ну, в общем, как-то еще если использовать. Ну и, конечно, вот так это превращается в обычный смеситель. Стеклянные стаканчики для того, чтобы полоскать зубы. Шкафчик с зеркалами и тоже розетки 220 вольт. Раз. Это, в принципе, все. Раз. Одна розетка 220 вольт. Внизу еще какой-то шкафчик. Да, внизу просто большой шкаф. И по бокам еще вот такие выдвижные конструкции. Сюда можно повесить, собственно, полотенца для рук, для лица. Какие-то личные, персональные. Ну и, конечно, вся эта зона у нас закрывается вот такой основательной деревянной дверью, и получается полностью изолированная комната. В движении важно фиксировать ее в открытом пространстве, чтобы она не ударялась, не ломались петли. Вот так зафиксировали и поехали. Когда надо пользоваться, закрыли, и вот у нас полноценный такой кабинет. А мы переходим в спальню. Ну, здесь у нас особо нечего обозревать, нечего обсуждать. Это большая полноценная спальня, двуспальная кровать по центру. Шкафчики, все, что вы видите своими глазами, и как бы все. В этом месте надо просто жить, отдыхать. Это вот такой полноценный гостиничный номер. И даже я со своим ростом 180, полный рост, здесь в целом как раз в притычок помещаюсь, но здесь, хотя здесь пол выше, а в остальном всем жилом пространстве ниже, там вообще никаких проблем нет. Здесь у нас установлен телевизор, есть розетка 220 и 2 USB порта, 2 USB розетки. Ну и по бокам шкафчики, тут вот мы видим лежит пульт. С другой стороны еще один. Почти такой же шкафчик, только уже во всю высоту, потому что там у нас телевизор. Ну и в изголовье давайте заглянем, что здесь у нас. Здесь два небольших гардеробчика по бокам и полочки еще, ящики в изголовье. Ну, кстати, еще домашнего уюта добавляют вот эти вот шторки, такие именно стилистические, так сказать, потому что функциональные шторки у нас все-таки есть на окне, которыми мы можем закрывать москитную сетку, и, соответственно, есть плотная шторка, которая обеспечивает нам полное затемнение. Кстати, здесь в шкафу мы обнаружили вот такой контейнер со странными шлангами, и никаких устройств, для чего бы это было нужно. Я сейчас прошу вас просто запомнить, и позже расскажу, зачем это здесь лежит. При входе есть еще один пульт, он отвечает за пневмосистему, которая выравнивает автодом на стоянке. То есть вы приезжаете, допустим, поверхность неровная, мы нажимаем вот здесь, включаем пульт, нажимаем на эту кнопку авто,
и ножки поехали. Ножки выравнивают автодом, и он у нас стоит ровно и устойчиво. Ниже есть еще одна кнопка с какими-то стрелочками, очень похожая на ту, которая опускает и поднимает кровать. Нажимаем на нее и при нажатии на эту кнопку, правильно, у нас раскладывается маркиза. Маркиза электрическая, до конца раскладывать не буду, потому что у нас тут лимузины стоят, и, соответственно, мы в них просто упремся, а мне надо ставить опорные ножки. Но вот таким вот легким движением руки она, собственно говоря, у нас и превращается в террасу, в веранду. Есть стенки палатки, и они входят, кстати говоря, в комплект. Багажник, точнее сказать, гараж находится в задней части автодома. Габариты вы найдете по ссылке в описании. Объем можно оценить вот визуально. Мой рост 1,80 м, я вот так вот сажусь, и вот как бы 450 килограмм максимальная нагрузка, то есть сюда можно поставить даже какой-то скутер, небольшой мотоцикл, ну и огромное количество вещей, я не знаю, там гриль какой-то, кемпингу, мебель, в общем, все сюда точно влезет, и даже здесь есть у нас душ, который мы можем видеть с другой стороны, это уличный душ, но я, помните, вам показывал внутри такой шланг в контейнере. Зачем это? Вот если запомнили, то правильно. Вот это вот видите здесь Dometic написано. Это встроенный пылесос. То есть тот шланг мы подстыковываем внутри под кроватью в специальное отверстие, а здесь у нас есть мешок-пылесборник в верхней части. Вот так вот раз, открываем, и вот здесь у нас собирается весь мусор. И, соответственно, вы наводите порядок, делаете уборку внутри автодома прямо с помощью встроенного пылесоса. Передо мной блок электрификации. Здесь у нас дополнительный пульт управления печью Альда, все предохранители, автоматы и так далее, и так далее. Кстати, еще у нас, конечно, есть две солнечные батареи по 200 Вт. Ну, как будто для этого класса автодома это очевидно и обязательно должно быть. Итак, идем по левому борту. Здесь у нас отсек печки Альда, то есть здесь стоит отопление Альда, как мы уже выяснили, судя по пульту. Отопление жидкостное, подогревает пол, стены, и печка у нас большая, поэтому для нее есть отдельный отсек. Вот здесь мы можем для ее эксплуатации получить к ней доступ. Соответственно, выше выпускное отверстие печки Альда. Далее заливная горловина чистой воды. 300 литров бак с чистой водой, огромный. Но мало того, у нас есть ниже еще вот такой лючок. В нем спрятался вот такой вот штуцер. И, собственно говоря, к нему подключается коннектор обыкновенного там шланга. И у вас появляется магистральная вода. В кемпингах европейских, как правило, есть такая возможность, такая опция, но и у нас тоже где-то вы можете, в принципе, найти. Это обыкновенный шланг, подсоединили, вот как садовый пистолет, так вот у вас только целый дом подключается. Далее, так сказать, канализационный лючок. У нас нету здесь кассеты, у нас два бака с серой водой и с черной водой. То есть черную воду мы сливаем только в канализацию, 200 литров бак, и серая вода тоже 200 литров бак, ее мы можем слить, ну, где-то в какую-то ливневку или даже просто в землю. Это вот то, что у нас стекает в раковины. А черная вода – это только в канализацию, это уже именно из туалета. Этот лючок внизу у нас открывает доступ к стационарному газовому баллону, рассчитан под заправку с пистолета на обыкновенных газовых заправках. То есть его вы заправите вот где угодно, ну, где, соответственно, заправляют газ. Я вам на пульте говорил, такие вот кнопочки еще внизу были, что запомнить про них тоже. Это вот у нас, собственно говоря, переключение газа, потому что есть не только стационарный баллон газовый, но и переносные. В этом отсеке как раз и находятся переносные такие газовые баллоны, к которым мы привыкли, обыкновенные 20-литровые. Две штуки здесь встает, но, как сказал предыдущий владелец, я не пользовался этими баллонами, есть стационарные, это удобнее, практичнее, его всегда заправил, но это так, для подстраховки, есть и есть отсек. И последний отсек по левому борту, это такое небольшое, узкое, еще одно, вот такое багажное отделение, узкое, небольшое, но зато сквозное. Сюда отлично лягут лыжи, сноуборды, ну, в принципе, все что угодно, вот что как раз-таки подходит под такие габариты. Оно, естественно, это пространство теплое, ну, вот мне первое, что приходит, это реально закинул сюда сноуборд, с остальными вещами не контактирует, и здесь спокойненько стекает, сохнет, ну, естественно, снег там какой можем отряхнули, остальное все здесь высохло. По правому борту, кстати, есть еще вот такой лючок. Здесь у нас спрятался вывод газа под внешний гриль. То есть вот здесь вот на веранде
мы раскладываем маркизу, мы вешаем палатку и подключаем сюда, например, газовый гриль. Удобно, классно. Concorde Liner 890 мы сегодня с вами посмотрели. Большой интеграл, 7,5 тонн, я где-то сказал, по-моему, 7 в начале, 7,5 тонн вес машины, 10 тонн максимально нагруженная масса, естественно, категория С. И, кстати, длина машины 8 метров 90 сантиметров и 890. Это все неспроста. Мне при этом в комментариях недавно писали, говорили о том, что вот вы говорите одну длину, а при этом индекс машины другой. Дело в том, что вот этот индекс, как правило, он не обязательно точно попадает в размер машины. И в случае, когда мы говорим о полуинтегралах, длина общая, она же с кабиной. А вот в этом индексе модели используется только та длина, которая жилое пространство, то, что начинается после кабины. Поэтому, например, у нас там 690 какая-нибудь, допустим, идет модель, а кабина, она еще сверху, и поэтому длина 7 с чем-то. Так вот, здесь у нас интеграл, здесь жилое пространство единое, и поэтому здесь как бы индекс ближе. И здесь у нас 8 метров 90 сантиметров длина машины, и 890 называется модель. Для кого нужны вообще такие автодома? Скорее для людей, предпочитающих вот такую иметь дачу, комфортную, большую, на несколько там человек, максимум 2 детей, но каждый год, каждый отдых в новом месте. Вот вы можете за эти деньги купить дом или квартиру где-нибудь там, я не знаю, в Черногории, где-нибудь у моря, но у вас всегда будет одна и та же квартира в одном и том же месте. Такой автодом вам позволит иметь полноценный такой вот дом, место отдыха, но все время в разных местах. Да, вы не будете на нем сильно мобильны. Да, вы не сможете слишком активно путешествовать, но, как говорит прошлый хозяин, ему очень комфортно, ему очень нравилось путешествовать с семьей, и они много путешествовали именно по Европе. Ну, возможно, кто-то, будущий пользователь, попробует испытать такой автодом и в условиях России. В Европе где-то на дорогах даже потеснее, чем у нас. Кстати, автономность, по словам предыдущего хозяина, вот прям совсем полная автономность, это в среднем примерно плюс-минус 3 дня. Дальше уже надо доехать до какой-то канализации, залить где-то водички, что-то как-то эти вопросики решать. Пишите в комментариях, как вам, понравился, не понравился такой автодом, хотели бы себе, может быть, нет, вот, но нам очень важно ваше мнение. Автомобиль у нас 2011 года, и цена его сейчас здесь в Москве в июле, когда мы снимаем этот обзор, 14 миллионов рублей. Много или мало, судите сами, но при этом сами посмотрите, как сохранился автодом, в каком он состоянии, как бережно эксплуатировался и насколько остается в целом актуальным, несмотря на то, что ему уже аж целых 11 лет получается. Это канал Яхты на колесах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ни один ролик. Пишите обязательно комментарии, как уже сказал. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.